Сейчас мы окунемся в мир забытых и, как многим казалось, несуществовавших мультфильмов на канале Nickelodeon. Пристегнитесь, господа, мы взлетаем. Короткометражный британский мультсериал, повествующий о двух балбесах, которые попадают в различные дурацкие ситуации. Никогда не унывают и всегда находят выход. Появились они на телеэкранах в 2005 году, а именно на канале Nickelodeon, и практически сразу захватил внимание аудитории. У наших балбесов всего 22 серии, из которых 4 так и не попали в эфир. Мне удалось откопать только одну серию из 4. Она довольно длинная по сравнению с другими, идет около 7 минут. Создатели этого чуда – компания, которая также подарила нам много стоп-моушен мультфильмов, таких как «Злобный ребенок», «Побег из курятника», «Уоллес и Громит», «Барашек Шон» и другие. Многие, как оказалось по комментариям в ТикТоке, кстати, подписывайтесь, думали, что им этот мультфильм приснился, либо существовал только в их фантазиях. Возможно, и вы могли так подумать, увидев кадры давно забытого мультфильма. А теперь астрологический прогноз от Сквидварда. Мы узнаем родившихся под знаком льва по голосу. У типичных львов голос напоминает звук бормашины. Если у вас в семье есть львы, советую запастись затычками для ушей. Львы часто становятся воспитателями детских садов. Мое предсказание для тех, кто родился под знаком льва. За эти 12 месяцев вы повзрослеете ровно на год. Я, Сквидвард, мультиковский астролог, утверждаю, что мои парапсихологические возможности необъятны. С этими прогнозами связано очень много тайн и загадок. Непонятно почему, но вышло в эфир всего 6 серий из 12 знаков зодиака. Рак, близнецы, лев, рыбы, стрелец, телец. Все покрыто мраком. Почему же создатели не добили оставшиеся 6 знаков? Ведь это было правильно зацепить и рассказать в забавной форме про все знаки зодиака. После долгих лет у создателей спросили, куда подевались остальные знаки зодиака, на что последовал ответ: мы никогда не собирались создавать всю таблицу знаков зодиака. Прозвучало тоскливо, но оказывается, они существуют. Правда, вышли они намного позже, зато покрывали все знаки зодиака. Появились они на индийском Nickelodeon под названием «Подводные гороскопы». Я нашел некоторые ролики, но не уверен, что именно в таком виде их показывали по телеку. Вначале нам подмигивает Спанч Боб. У него над головой написана фраза «Подводные гороскопы», как бы объяснил Спанч Боб. Далее появляется 3 знака с советами. Обычно это цитаты из мультфильма. По-моему, все это очень халтурно и неуважительно к оставшимся знакам, которые не попали в основную шестерку. А я как раз в их числе. Короткометражки про зеркало, в котором, как мне казалось тогда, будет реально дофига различных ситуаций, а по факту всего 3 эпизода. Все происходило по одному и тому же сценарию. Кто-то подходил к зеркалу и пытался что-то сделать. В первой серии, например, мужичок хотел стать Брэдом Питтом, но перестарался и собрался в армию.
Во втором эпизоде девушка красит губы и строит глазки сама себе. Зеркало не выдерживает и целует ее полностью. Третий эпизод самый страшный, по мнению большинства российских зрителей. Все из-за того, что в конце появляется скример. Все это связано с тем, что эти рекламные вставки с короткими мультиками ставили в эфир уж очень часто, тем самым спровоцировав страхи перед этим черным зеркалом. Эпизод с этой девочкой также стал популярен и в испанском интернете. Еще одна всеми забытая короткометражная анимация, которая появлялась в перерывах между мультфильмами «Любопытная корова». Каждый раз, когда я смотрел эти серии, не понимал, как так можно. Тут ведь черным по белому написано «не трогать». Вся эта красота была создана компанией SID Animation специально для Nickelodeon. Для начала они сделали кукольную покадровую анимацию с 6 эпизодами. В 2005 году создали еще 8, и в этот раз все было сделано с помощью графики. Когда вы думали, что я показал вам самые редкие и забытые мульты с канала Nickelodeon, то сейчас вы просто обосретесь. Я же не матерился? Это Каблам! А сейчас познакомьтесь с теми, кто будет листать для вас страницы. Ваши ведущие Генри и Джун. Сборник короткометражек, а также демонстрация нестандартных техник создания анимации. Мы наблюдаем за двумя ведущими, Генри и Джун. Привет! И спасибо, что выбрали Каблам. Я Генри. Я Генри. Они представляют нам, что сейчас будет за мультфильм, и заодно у них проходят свои мини-истории между мультфильмами. Первый на очереди мульт под названием «Снис и фондю». Вот это класс! Снис и фондю. Ужасная чистота. Каждый раз сюжет крутится вокруг этих двух хорьков. Один помладше, бешеный, а другой постарше, сдержанный. Каждую серию они то ссорятся, то мирятся. Нашел тут мульт в разных озвучках. Скорее всего, этот вариант уже поздний, от 2x2. Зацени фонду, поп и техно. Ты самый лучший, самый лучший. Вот этот еще более ранний, который я отлично помню. Смотри, фондю! Рок! Техно! Ты лучший друг, самый лучший. Друг мой, а не поставить ли нам буги-вуги? Вам решать, о великий диджей! Не только Снис и фондю входили в Каблам, но и... Боевая команда, вперед! В ролях здоровяк, суперсильный и суперголый. Девочка-молния летает быстрее ветра. Водолаз-вонючка, бывший морской офицер, противным характером и запахом. И человек-смола, он может плавиться. Короткометражка повествует о команде супергероев, которые всех всегда спасают, несмотря на их идиотизм и тупейшие поступки. С этим мультом произошло что-то невероятное. Он стал самым популярным среди остальных. А теперь приготовьтесь узреть ужасающее свидетельство жестокости природы. Дядя Вонючка, а разве можно смотреть на несчастные создания? Конечно, можно. Выводите урода! Тем самым выпуски с боевой командой выходили постоянно. Впоследствии мультфильм потом показывали отдельно от Каблама. Каблам! Вернемся через пару секунд. Очень скоро.
Каблам! Точно, это Каблам. Здесь, Николодин. Следующий мульт не менее веселый и такой же неординарный. Сейчас вы увидите секретные материалы. Эта видеолента записана пришельцем 900 тысяч лет назад при помощи камеры с дистанционным управлением. На ней запечатлены попытки обучить пещерного человека. Кодовое название кассеты «Боб и Прометей». Очень простой сюжет. В каждой серии инопланетянин Прометей пытается научить неандертальца Боба обычным повседневным вещам. Вроде того, как носить одежду, использовать колесо, создавать музыку и так далее. Большую часть забавных моментов создает обезьяна, которая иногда может показать себя умнее и ловчее Боба. Конец. А этот мультфильм мне написал в комменты чел из ТикТока. Когда я прочитал, думал, что парень просто ошибся и написал вместо «Жизнь с Луи» «Жизнь с Лупи». Посмеялся и рассказал всем подряд. В тот момент, когда я начал искать материал для ролика, я осознал, что идет тут я. Все потому, что действительно был такой же мультфильм «Жизнь с Лупи». Стыдоба. Тут очень подошла бы шутка про Пупу и Лупу. Ладно, перейдем к сюжету. Это много поучительных историй для детей, в котором повествование ведется от лица старшего брата Ларри. Самое интересное здесь — это анимация. Таких плоских персонажей я еще нигде не видел. Мам, а когда я стану красивой? Когда все остальные станут уродами. Не слушай, Ларри, детка, мы и так считаем тебя красивой. Ну и последний важный мульт в серии «Каблам». Они никогда не грустят. И этого люди им не простят. Они не от мира сего, как из снов пришла к нам семья чудаков. Если у вас тоже пробежали мурашки по телу, поздравляю, мы с вами на одной волне. Мы наблюдаем за компанией лузеров, над которыми вечно издеваются их главные соперники, так называемые популярные. Каждый из чудаков интересен своими особенностями. Вы не видели очки BDF? Нет. Уверены? Уверены. Вы в этом абсолютно уверены? К сожалению, реализация тут довольно слабенькая. Изначально этот мультфильм шел как промо к «Каблам», но позже все же перекочевал в полноценные выпуски. Правда, просуществовал недолго, так как создатель ушел работать на канал Cartoon Network. Пока! Пока! Я только попрощалась, как обычно. Я всегда так делаю. Это самые популярные мультфильмы от серии «Каблам», которые я мог вспомнить. Если я что-то упустил, то прошу в комменты. Напишите, поделитесь фактами, буду рад. Spider and fly. Spider and fly. Spider and fly. Очередная короткометражка, которая показывалась между мультфильмами. Синопсис очень прост. Муха делает свои обычные рутинные дела, а паук хочет ее поймать и съесть. Наш неуклюжий паук все время попадает в просак. На этом есть завязка всех серий. Мульт довольно милый, хотя, казалось бы, пауки, арахнофобия, все дела. Даже бывает жалко паучка. Довольно часто всплывало название этого мульта в комментах под роликом. После успешного копи-пейст я нашел этот крутой мульт. Крут он тем, что напомнил мне, во-первых, старую игру на Sega,
Во-вторых, огромное количество невероятных поворотов сюжета, связанных с этим челиком. Это у нас канадский мультсериал, который также показывали между основными блоками. Наш главный герой Дуд, от слова дудл, каракуля. Хотя я всегда думал, что его зовут Финн, потому что это показывали в самом конце. То, что это конец по-французски, я тогда еще не знал. Не надо мне об этом говорить. В основном все проходило по одному и тому же сценарию. В конце Дуд злится и финал. Удивительно, но Дудлс удостоился победы 2 года подряд за лучшую анимационную программу или сериал. Хотели снимать еще, но по ходу проект закрыли, и мы больше не увидим Дудю. Такое ощущение, что его, возможно, никто и не вспомнит, хотя он также шел между шоу где-то в 2005 году. Джек и Марсель, пес и кёс. Простите, кот. Они очень любят проводить время вместе. Иногда против друг друга, иногда работают сообща. Добрый, яркий мультик, который понравится как детям, так и их родителям. Мультсериал о 3 профессиональных музыкантах, которые репетируют всегда и везде, вне зависимости от ситуации. Наше трио – это медведь, волк и заяц. Как они собрались, нам, к сожалению, не сообщается. Ведь всем известно по старым сказкам, эти животные не всегда в ладах друг с другом. Однако тут все хорошо с этим, у них даже неплохо получается играть вместе. Мультсериал был создан в Венгрии, а создателя зовут Алексей Алексеев. Теперь хоть можно понять, почему там березки и стандартные животные из сказок. В одной из серий даже появляется пародия на почтальона Печкина. У мульта также имеются пару наград за анимацию в 2009 году. Первый аниме-проект на канале Nickelodeon, цель которого была популяризировать японского персонажа Домо и аниме в частности. Домокун был создан в Японии еще в 1998 году и являлся талисманом телекомпании NHK. Мелькал между шоу с очень короткими вставками. В родной Японии имел огромную популярность среди всех возрастов и полов. Примерно в 2008 году компания Nickelodeon решила адаптировать мультсериал под американскую аудиторию. Заодно познакомить с таким ярким персонажем. После некоторых изменений под другую культуру короткометражки пустили в эфир. Практически сразу Домокун завоевал любовь зрителей, что сподвигло руководство распространить мультфильм по всему миру. Удалось зацепить около 170 регионов по всему миру, а также был переведен на 17 языков. В выигрыше были все, кто приложил к нему руку. Ну а мы с вами получили забавный короткий мульт, к сожалению, который на сегодняшний день уже все забыли. В сериале Домокун сталкивается с разного рода ситуациями и справляется своими неряшливыми действиями. Лодка сейчас утонет дома. Помогают ему во всем его верные друзья. Кролик Усадзи – это серый кролик, дома у которого живет Домокун. Он для него как наставник по жизни. Ташана – желтая ласка. Она одержима технологиями и хочет стать известным стилистом. Также является голосом разума для нашего дома. Майя и Марио. Летучие мыши, мать и сын. Они живут на потолке, в норе у кролика Усадзи. Время от времени комментируют происходящее. Иногда там появляются другие животные, которые
также участвует в приключениях дома. Каждый персонаж со своим колоритом. Ну а главный запевала, который крадет все ваше внимание, конечно же, дома. В свое время у меня даже был бумажный домокун. Я оставлю ссылку в описании. Вы переходите, гляньте, может, сделайте свои бумажных челиков. «Я люблю Лиззи», авторы сценария Ричард Эллиот и Саймон Рассиопа, режиссер Джейсон Хопли. Сегодня у нас специальное предложение. Свидание с Джошем. Количество ограничено, так что лучше поторопитесь. Самый неоднозначный мультсериал на канале Nickelodeon. По большей части из-за внешнего вида персонажей и ситуации, в которой помещаются герои. Повествование ведется от лица двух тинейджеров, которые работают в заведении под названием «Мистер Мясный». Это точно не человеческий язык. Но, может быть, она приехала откуда-то из Европы? В котором, как вы могли догадаться, подается в основном мясная продукция. Главные герои – очередные два балбеса – Паркер и Джош, которые творят жуткую непотребщину, хотя иногда всплывают интересные сюжеты подростковых проблем. Изначально «Мистер Мясный» показывали между основными блоками, и серии длились в секунд по 30. Однако, после создателям выделили деньги на создание больших серий, что вылилось в 2 полноценных сезона. Создатели хотели попасть в подростковую аудиторию, как это было у Бивиса и Батхеда. К счастью, у них не вышло хита, который смог бы покорить сердца молодежи. Почему к счастью? Да потому что в детстве он мне всегда казался чересчур противным. Стрёмный дизайн кукол, особенно владелец забегаловки, которому оказывается 109 лет. Разного рода неприятные жижи на экране и дурацкие ситуации. Хотя если мы возьмем информацию из Википедии, то детям от 2 до 11 лет нравился. Мне не очень. Наверняка есть люди, которым он нравился. Это экстрим, это скорость, это напор. Отто и его команда на ваших экранах. Головокружительные трюки. Сразу после перерыва расступись, посторонись. Оставайтесь с нами на Никелодеоне. Ракетная мощь. Довольно популярный мультсериал начала нулевых. Как раз в то время, когда был бум на экстремальные виды спорта. Скейты, серфинги, BMX, сноуборды. Вот основная часть видов спорта, которые показывают в мульте. Создала сие произведение компания Класс Киксуппо. Они также причастны к другим мультам на Nickelodeon. Ох уж эти детки, Дикая семейка Торнберри, Настоящие монстры и Как говорит Джинджер. Это можно понять по стилистике анимации. Друзья, мы победили! Красивый гол забили! Ведь мы не простофили! Мы первые? Тоже мне поэт, рифма-то нет! Наши главные действующие лица – Отто, самый выпендрежный малец, который умеет катать на всем. Реджина, старшая сестра Отто, также неплохо катает на всем, но при этом будет поумнее и аккуратнее всех в силу возраста. Твистер, друган Отто, который выделяется тем, что хорошо учится выполнять различные трюки и заодно снимает все на камеру. Кальмар. Новичок в компашке, который только начинает свой путь экстремальщика. Если не может показать класс в атлетическом плане, тогда всегда может выпендриться своим интеллектом. Тоже более адекватный член фантастической четверки. Дальше идет Раймундо, отец Отто и Реджи, вдовец и бывший чемпион по серфингу в округе. И Тито, самый интересный и привлекательный персонаж из всех, на мой взгляд. Помогает по бизнесу Раймундо, а также всегда подскажет, что делать в сложной ситуации посредством гавайской мудрости. Каждую серию мы наблюдаем за крутыми трюками четверки, а параллельно нас окунают в какую-нибудь подростковую историю, дабы молодой зритель смог себя ассоциировать с героями. В детстве мульт мне нравился по большей части из-за трюков, атмосферы вечной летней Калифорнии, всегда хотелось потусить на том берегу. Однако всегда бесили идиотские моменты порицания, в основном Отто. Никакой я не молодец! Что
Что бы ты ни говорил, я опозорился, и оставьте меня в покое! И... Если он, например, кому-то соврал, ходил и мучил себя полсерии, а в конце мог извиниться, хотя ничего критического не произошло. Таких бесячих ситуаций был целый вагон, из-за которого смотреть мультфильм было неинтересно. Ты всегда знал, чем закончится история. Нельзя обойти стороной влияние, которое было на детей тех лет. Все хотели кататься на скейтах, мутить кикфлипы и разъезжать на BMX-ах. Как я говорил ранее, «Ракетная мощь» был очень популярен в свое время. Да так, что продержался он 4 сезона, вышло несколько спецвыпусков, на протяжении нескольких лет еще вышло 6 игр, а также герои появлялись в некоторых мультфильмах от Nickelodeon. Ох, ё-моё, чуть не забыл, коротенькая история из детства. Раньше нам попадались вот такие штучки в пачках Lay's и благополучно терялись и ломались. Собрать их как покемонов было довольно проблематично. Если вы застали то же самое время, что и я, и вы, может быть, собирали их, коллекционировали, то напишите в комментариях. В самый последний момент мне удалось обнаружить эти короткометражки, и я не мог не вставить эти мультфильмы, так как они такие же редкие, как и все остальные. «Подлые плуты» – детский мультсериал 2005 года, рассказывающий короткие истории про 3 пиратов-озорников. Их главная задача – каждую серию найти сокровище в виде панталонов. Если присмотреться и вспомнить, то здесь все пропитано трусами, как бы странно это ни звучало. Я тут подумал, что для 2005 года довольно неплохая 3D-анимация, тем более для низкобюджетного мультфильма. Если у вас есть дети, им будет интересна тема трусов и пиратов. Однозначно. Япония еще никогда не знала такого героя, как Майки Саймон. Или правильнее, Капа Майки. Далее на канале Nickelodeon. В сторону азиатского рынка через мультсериал «Каппа Майки». Кстати, это игра слов от «Каппа Маки», название одного из видов суши. Только в этот раз мультфильм полностью сделан в Америке с пародией на аниме-стилистику. Главный герой – неудачник из Америки, у которого все никак не удается пройти кастинги и стать актером. Совсем недалеко, в Японии, существует сериал «Лили-Му», который на грани закрытия. Чтобы не попасть под нож жадного продюсера, он предлагает им создать нечто для нового шоу. Гуано – фиолетовый кот с алмазом в груди. Ему приходит идея устроить лотерею на выбор нового актера. Как вы могли догадаться, Майки побеждает и отправляется в Японию. Наконец, начать свою карьеру актера. Я покажу тебе настоящий Токио. Все, ты готов. Мультсериал создан из всевозможных клише из аниме, вроде перегидрольных эмоций, своеобразных фонов, звуковых эффектов и юмору, присущи только японской анимации. Вперед! Стилистика напоминает мне жанр кодомо. Это тот момент, когда показано меньше всего деталей. Большинство сделано в стиле аниме, а главный герой, так как из Америки, выглядит как в своей типичной анимации. У серии всегда одна и та же структура. Мы видим часть сериала «Лили-Му», в которой что-то не получается и кадр обрывается. Обычно это является у нас главным конфликтом серии. На протяжении всей серии Майки чему-то учится, получает какой-то урок. Впоследствии в конце мы наблюдаем ту же самую серию из «Лили-Му», но уже с хорошим окончанием. Довольно стандартная структура для большинства мультсериалов тех лет. Персонажи здесь подобраны отлично, точнее их характеры. Они, конечно же, все клишированные, но это же и помогает двигать сюжет. Более подробно я не буду на них останавливаться, единственное затрону Гуано, имя которого переводится как «птичий помет».
В детстве мультсериал мне не особо нравился, ведь тогда еще и не знал и не понимал прикола аниме и культуры Японии. Хотя одна серия мне очень хорошо запомнилась. А еще меня безумным прозвали. Извините, не желаете? Называется она «Потерянный в транспортировке». Там были байкеры, которые были не то чтобы сильно агрессивными, а их фраза «Братки! На века!» запала мне в душу на долгие годы. Отдельно хочу отметить танцующие суши. Они участвовали в отбивке мультсериала. Они так сильно запали в душу зрителям, что для них создали отдельные короткометражки. Все они идут около 1,5 минуты, и вышло всего 25 эпизодов. Уже эти мультсериалы стали отбивками для других мультфильмов на Nickelodeon. У нас тут 4 вида суши. Ну, наверное, их всего 3, потому что лидер группы всего кусок лосося. Значит, у нас есть Ларри, суши с креветками, Роро, икра, завернутая в водоросли, Мип, рыба с рисом, единственная девушка в компашке. Сюжет всегда примерно одинаковый. Им нужно остаться в живых. Другими словами, чтобы никто их не съел, не сварил, не раздавил и так далее. За 25 серий они умудряются попасть в самые странные ситуации и выбраться сухими из воды. Очень нравились в свое время, до того момента, пока их не стали показывать уж очень часто и одни и те же эпизоды. Не разбегаться! После маленького перерыва Wayside High! Wayside High. Переместимся в Америку, к более традиционной анимации нулевых. Школа Wayside, созданная на основе книг Луи Сачера про 30-этажную школу. Изначально создатели мультсериала написали такой большой пилотный выпуск, что пришлось выпускать его отдельный как фильм, который я все не могу найти в дубляже. После успеха мультфильма было принято решение продолжить историю сумасшедшей школы в формате сериала, который растянули аж на 2 сезона и 26 серий. Наш главный герой – новичок в школе. Он попал сюда переводом, и теперь ему предстоит адаптироваться к сумасшедшему укладу в школе и классу соответственно. В мультсериале не рассказывается, почему школа именно такая и почему такие странные правила поведения, но об этом рассказывают в полнометражном мультфильме. Оказывается, что когда строили школу, случайно построили 30-этажное здание по классу на каждый этаж. Вместо того, чтобы создать 30 классов на одном этаже. А теперь очередной выпуск «Первый ребят». В 1926 году 11-летний мальчик по имени Джордж Нисон отправился в цирк, где мартышки катались на велосипедах, клоуны кидались пирожными, а воздушные гимнасты взлетали под самый купол цирка. И тогда у Джорджа появилась отличная мысль — смастерить такое приспособление, чтобы он и его друзья тоже могли летать. Прошло 12 лет, и после долгих и упорных трудов Джордж наконец-то соорудил свое чудо-приспособление — батут. Очень скоро всем захотелось прыгать на батуте, даже космонавтам. Сегодня миллионы взрослых и детей по всему свету вовсю прыгают и резвятся на батутах, взлетая высоко-высоко. И все это благодаря изобретению Джорджа. Спасибо, Джордж. Вот так вот, Джордж Нисон, первый летающий мальчик. А в чем ты будешь первым? Первые ребята на телеканале Nickelodeon, где ребята всегда на первом месте. Слышите? Кажется, грядет продолжение Wayside High. Большую часть всего мультсериала мы вместе с Тодом, так зовут главного героя, который только поступил в новую школу. Он вроде как самый адекватный во всем этом бардаке, поэтому он хочет сделать школу нормальной. Его одноклассники максимально поехавшие дети, которые только смеются над ним, не понимая, что он несет пользу. Чего? Вы что, ребят, думаете, что это наш заместитель?
А ты видишь здесь каких-нибудь других учителей? За его, так сказать, адекватность всегда наказывают и отправляют домой на детсадовском автобусе, в котором творится жесть похуже, чем в самой школе. Многие критикуют мультсериал за отсутствие многого, что было в книгах. Некоторых персонажей вырезали, поменяли характеры персонажей и вообще пропало волшебство, которое присуще книгам. Я книги эти не читал, не знаю, как там было. Но, как по мне, сериал был достаточно посредственным. Наверное, на оценку 4 из 10, на мой взгляд. Единственное, что цепляло меня, так это главный герой, который был нормальный. А вся странность, которую можно было показать с разумной стороны, превратили в дебилизм. А теперь человек с остальным характером. Гигант духа, титан мысли и довольно странный, как и всякая суперзвезда. Это Рики Спрокет. Рики Спрокет – звезда шоу-биза. Один из самых забытых мультсериалов на Nickelodeon. Сейчас, когда я пишу сценарий к видео, кажется, что о нем забыли вообще все. Мне еле удалось откопать хотя бы одну серию в дубляже. Даже на языке оригинала их не так много. Очень странно все это. Мистер Фишбургер говорил о том, что вы сегодня придете, но я не особо слушал. Так вот, Рики Спрокет, мальчишка-кинозвезда, который работает в студии Wishworks, пародия на DreamWorks. С ним случаются разные события на съемках, впоследствии которых он должен научиться чему-либо, чтобы доснять очередной фильм. Кап по майке какой-то, не замечаете? Но тут не только такая структура, ведь Рики – это обычный мальчик, который также делает домашку, общается со своими друзьями, помогает родителям по дому, поэтому от серии к серии могут происходить разные сценарии. Не люблю кабинеты стоматолога. Знаешь поговорку «сосиска вкусна настолько, насколько вкусен ее кусочек»? Да, но как это связано с моими проблемами? Да никак. Просто мне было интересно, слышал ли ты ее, а то не с работы, не слышал. Леонард! Сейчас я ничего не могу о нем сказать, ведь воспоминания стерлись подчистую. В памяти остался лишь образ главного героя и анимация. Хотя, я думаю, найдутся те, кто смогут рассказать что-то интересненькое. Откройте глаза и распахните уши. Это блистательная, бравая, быстрая, бесстрашная, могучая Би! Могучая Би. Авторы идей Эми Поллер, Синтия Тру и Эрик Вейс. Женский ответ Спанч Бобу. Супердинамичный адреналиновый мультсериал «Могучая Би» смог перевернуть игру на канале Nickelodeon, хоть и ненадолго, став одним из самых просматриваемых мультсериалов на канале, уступая только Спанч Бобу и Скотному двору. Вся история ведется от лица Бесси Хиггинботтом, гиперактивной девочки, которая хочет стать реальным супергероем-пчелой. Для этого ей нужно собрать все значки скаутов под названием «Пчелки». Если начинать с первой серии, то ей для этого нужно будет собрать 4580 значков. И я одна работаю.
Ну, это как ачивки получать. Когда-нибудь точно получится. Все действие происходит в основном летом в Сан-Франциско. Она живет с матерью-одиночкой, которая владеет своим кафе. У нее также есть 8-летний брат Бен, песик Хэппи и подруга Пенни. Все они являются самыми близкими Бесси. Они помогают ей получать все больше значков и справляться с жизненными проблемами. Одна из самых классных серий, на мой взгляд, это там, где поется песня про единорога. Потому что я бегу с единорогом. Ты хотел бы быть со мной. Ламби-буби-бада! Могучая Би продолжается после перерыва. Это птица! Это самолет! Это могучая Би! Немного предыстории. Как-то давно создатели мультфильма увидели комедийное шоу «Добропорядочная бригада», в котором снималась Эмми Поллер. Там она сыграла роль девочки-скаута, на основе которой уже и создали персонажа Бесси. Ее же и пригласили на озвучку персонажа, так как в шоу у нее это отлично получалось. Вернемся ближе к нашему времени. Персонаж могучей Би стал довольно популярным на канале Nickelodeon, что впоследствии вылилось в несколько флэш-игр. Даже не удивительно, но мультфильм номинировался на уж очень большое количество наград. Но получил, к сожалению, только одну. Взгляните лучше сами. Думаю, это очень большой успех для мультсериала. К сожалению, его закрыли без объяснения причин. Многие, кто работал над мультсериалом, говорили о том, что хотели продолжить работать над ним, и сам канал Nickelodeon хотел того же. Позже Cartoon Network выкупил права на трансляцию мультфильма, но производство не возобновил, так как прежняя команда уже была занята другими проектами. Видимо, уж слишком сильной женщиной показалась такая маленькая, но такая могучая Би. Ребята, это Мидлингтонская средняя школа. Здесь клево проводит время много веселых мальчишек и забавных девчонок. Я выросла здесь, но моим воспитанием занимались не нудные учителя, а моя семейка насекомых. Эй, смени картинку. Криппи. Продолжим про мульты с девчонками в главных ролях. Мультсериал, который изначально появился на Discovery Kids, но позже транслировался на канале Nickelodeon. Поэтому я тоже решил внести его в список. Точно его помню из-за мрачного стиля, напоминающего Тима Бёртона, Криппи. Приключения необыкновенной девочки. Обычно его звали просто Криппи. В свое время он мне казался неприятным и пугающим, хотя несет в себе образовательный характер. По сюжету главную героиню Криппеллу подкинули к особняку Дуизлдов.
в котором проживает куча разнообразных антропоморфных насекомых. Ее приютили и воспитали как родную. Ну вот, она подросла, и ей все же придется приспособиться жить и выживать вместе с людьми. И ни в коем случае не допустить раскрытия тайны особняка с насекомыми. Иначе туда могут наведаться инстанции по уничтожению тех самых насекомых. Хоть мультсериал меня и пугал, но рассказывал очень много интересных коротких фактов о насекомых. Точно помню, что узнал про комаров-самцов. Если вас укусил комар, то это точно не мой отец. Только самка комара пьет кровь, чтобы отложить яйца. И богомолов-самок отсюда. На самом деле богомолы не откусывают голову своей жертве. Они просто парализуют ее. Да и сама Крипи не кажется глупой, хотя и была воспитана насекомыми. Она спокойная, умиротворенная, у нее есть друзья и увлечения. Только мне это не помогло, чтобы избавиться от страха насекомых. «Эль Тигре. Приключения Мэнни Риверы». Автор идеи Сандра Эквихуа и Джордж Гутьеррес. Безумный проект, один из первых мультфильмов, сделанных на флеш-анимации. «Эль Тигре. Приключения Мэнни Ривера». Но в основном все называли этот мульт просто «Эль Тигре». Повествование ведется от лица мальчика Мэнни, который живет с вулканом в центре города под названием Чудо-город. Он живет вместе с героем-отцом с псевдонимом Белая Пантера и злодеем-дедом Пумо Локо. Ну и, конечно же, с ним всегда его верная подруга Фрида, которая уж больно напоминает мне Рамону из Скотта Пилигрима. На протяжении всего мульта Мэнни мечется от хорошего к плохому. И часто происходит так, что он сделает какой-нибудь гадкий поступок, а потом извиняется, и все окей. Это было мне уроком, пап. Я больше не буду твои сапоги носить. Он такой хороший сын. После просмотра нескольких серий я пришел к выводу, что он не усваивает урок как надо. Еще Фрида вечно его подначивает на какие-нибудь идиотские поступки. Начинаем классный день! Пуск через 3, 2, 1. Класс! Оставайтесь начеку. Злодеи не дремлют после перерыва. Узрите когти правосудия! Большой Т продолжается! А наш Эль Тигре еще очень маленький и мягкотелый паренек, не способный понимать, где, что и как. Создали мультфильм «Муж и жена» на основе своих жизненных историй, которые вывели на более гипертрофированный уровень. Например, муж, его звать Хорхе, имел тех самых отца и деда. Отец тогда работал архитектором, что выливалось в более добрую сторону, нежели дед, который был военным. Тем самым олицетворял зло. Все как в мультфильме, но преувеличено до супергероики. Ну и, конечно же, нельзя обойти стороной многочисленные номинации и награды. Из 11 номинаций мультфильм получил 7. В основном награды получены за дизайн персонажей. Смотря его сейчас, мне кажется, что он максимально несерьезный и больше развлекаловка для малолеток. Однако, тут есть много интересных моментов, связанных с мексиканской культурой, которые я, будучи мелким, не знал. Про праздник Дня мертвых, мариачи, лучадоров. Все для меня тогда было в новинку, и, можно сказать, мульт позволил мне чуток прикоснуться к Мексике. Самая странная передача в мире «Фанбой и Чам-Чам» начинается только на Никелодеон.
«Фанбой и Чам-Чам». О, клево! Ну и, наконец, последний мультсериал, о котором все позабыли. Один из первых мультсериалов на Nickelodeon, который сделан полностью в 3D. «Фанбой и Чам-Чам». На них же и сосредоточен весь мульт. С ними будут происходить разного рода ситуации, в которых они будут вести себя как законченные идиоты. Учиться в школе, прикалываться над знакомыми и думать, что они настоящие супергерои, которые могут спасти всех. Изначально был лишь пилот мульта, который показали на Nickelodeon, и он сорвал овации маленьких зрителей. Им так сильно понравился мультсериал, что создатели решили продолжить его на потеху детям. В момент выхода он был действительно популярен и приковывал детей по всему миру к экранам телевизоров. Однако меня он не сильно впечатлял тогда и казался триггером для вызова эпилепсии. Но и сейчас ничего не изменилось. Многие критики обвиняют мультсериал в том, что детей после просмотра не ждет никакой морали. Главным героям всегда все сходит с рук. В большей степени это жвачка для детей. Развлечься и забыть. Это было очень интересное приключение по воспоминаниям, которое взбудоражило все мои извилины, которые уже долгое время были засохшими. Надеюсь, вы заметили, что я брал самые непопулярные мультфильмы, но застрявшие в нашей памяти из детства. Больше всего меня порадовали мультфильмы «Каблам» и «Приключения дома». А что вам было приятно вспомнить? Может, я что-то не смог найти, и вы знаете больше меня? Пишите, и буду рад прочитать и пополнить свою базу знаний. Ну а мы заканчиваем на этом. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, Телеграм. И пока!